Приветствую зрителей и подписчиков моего канала. Сегодня у меня на распаковке два пакета, достаточно большие, особенно один из них. Начнем с меньшего. Здесь находится брендовая мужская майка Fruit of the Loom, по-моему, так называется. Пакет был доставлен в Беларусь из Великобритании королевской почтой, достаточно быстро, за 24 дня, без отслеживания трек-номера. Вес пакета 287 грамм и оценили в 5 евро. Данные майки я приобретал на немецкой версии аукционной площадки eBay в магазине Mountcraft, по-моему, так называется. Ссылочка будет в описании. В Беларуси потолок для майки $8, но это же американский бренд из Кентукки, поэтому решился на покупку. Майки без рукавов, как они заявлены в магазине, называются жилетки. Заказывал два цвета, красную и серую, размер L. Сейчас на мне также майка этого бренда, но изготовлена для какого-то предприятия. То есть такая рабочая майка. Размер L. И размер выбирал именно по этой майке. Это стандартный европейский размер. Магазин предлагает также еще черную, белую и синюю. И размеры от S до 2XL. Еще напомню, это стандартные европейские размеры. Заявлена ткань полностью хлопковая. Только в серую майку должна быть добавлена 3% полиэстера. И плотность ткани для белой майки 160 грамм на метр квадратный. Ну а цветные более плотные, там 165 грамм на метр квадратный. Такие, здесь 97% хлопка и 3% полиэстера. Стирка при 40 градусах. Красная 100%. У нас здесь заявлено хлопок, катон. Так, и что касается размеров, сейчас для размера L высота майки 71 сантиметр, ширина под мышками 51 сантиметр, по низу, нижнему краю также 51, даже с половиной, наверное. Ну, вырез ворот 20 сантиков, достаточно качественно все прошито, заверлочено. Вот так на меня сел этот размер L, на рост 1,78 м и вес 87 килограмм. В принципе, она сидит довольно плотно. Так выглядит серая, вот по длине, как она у меня. В принципе, все классно. Данная майка без шва по бокам. Вот на красной покажу. Здесь швов нету. То есть она цельная, круглая такая. Но вот мой размерчик. Кстати, да, вот показываю, что этот же бренд, этот же размер у меня на этой черной майке, которой я начинал распаковку. Так, и здесь заявлен 100% хлопок тоже. Ну что ж, пожалуй, в этом магазине я присмотрю себе еще какую-нибудь вещь. Главное, чтобы выгодно было, а то там доставка дорогая, больше, чем сам предмет одежды стоит. Но мы продолжим. Здесь большой пакет, доставили из Китая за 57 дней с отслеживаемым трек-номером. Очень долго, практически уже срок защиты заказа заканчивался. Оценили его в $5, вес 750 грамм. И здесь должен быть женский такой городской маленький рюкзачок. Магазин, ссылка на который будет в описании, предлагает в продаже модель, называется 1097, 6 цветов. Это классический черный, оригинальный такой темно-синий. Я вот такой себе взял. Ну, привычный такой колхозный золотистый и приевшийся фиолетовый или розовый. Ну, еще там интересный, может быть, красный какой-нибудь. Бренд заявлен Lenny Beige, по-моему. Короче, на фасаде у него рюкзака есть такая эмблема, прыгающий кенгуру. Упакован отлично. Пупырочка. Тут два пакета. Еще один пакет, еще один пакет. Тут даже сумка такая на ручках. И вот такой вообще маленький небольшой рюкзачок. Да, прыгающий кенгуру, бренд, если кому интересно. Так, его габариты. Высота у нас получается 32 сантиметра, да соответствует все. Так, ширина 24. Так, если он, конечно, сложится. Так, да, где-то 24. И глубина, если вот дно замерить, то 9 сантиков. Блин, все соответствует. Объем заявлен 20 литров. Материал, который он пошит, заявлен, по-моему, овечья кожа, но такая достаточно мягкая. Очень мягенький, приятный на ощупь. Вот, мнется легко так. И я думаю, что носиться будет очень долго. Вся фурнитура металлическая, обклеена еще пленками. Вот здесь блестящая. Не буду снимать, наверное, подарю какому-нибудь хорошему человеку. Сверху имеется ручка. Ее такая длина где-то сантиметров 17.
Кстати, ручка изнутри синяя ткань, а обшита сверху вот этой овечьей кожей, как заявлено. Хотя и пришит здесь ремень с пряжкой, но это все фейк. На самом деле все держится на металлической кнопке. И здесь вначале есть карман небольшой, ну такой, чуть шире ладони. Все на молниях, молнии пластиковые, бегунки металлические, и на них еще висят вот эти кенгурушки, такие эмблемки с двух сторон. Так, подкладка, полиэстер, такая, как газета, распечатанная. Здесь также уже кожа. Основное отделение достаточно большое. Ну как большое? Для этого рюкзака. То есть занимает весь рюкзак, весь объем рюкзака. Здесь спереди имеется два небольших карманчика для какой-то там ручек. Между молниями, короче, два кошелечка на молнии, также пластиковые. Между ними также есть отделение и задний кошелечек, который уже на стенке, который к спине. Очень небольшой, передний больше. Это буквально для денег такой. Все, больше нет. Пошито очень качественно, ниток никаких нет. Пузырьков с воздухом китайским также не положили. Все гремит, этот металл. Вот здесь на задней стенке, которая к спине, есть также небольшой карманчик. И здесь подарочек. Ха, резиночка такая. Вот, ну сюда можно положить какую-то заначку. Две лямки склеены, сейчас покажу. Две лямки регулируемые. Есть также пряжки здесь вот. Можно регулировать, сами лямки также на карабинчике здесь пристегиваются снизу. А вот это уже части тканевые, петли эти для карабинов. И лямки можно соединить с помощью также пластиковой молнии в одну. Соединяем и носим не на двух плечах, а перекидываем на одно плечо. Можно носить так. Замочек у нас получается до середины только. Вот так, до середины, небольшой. Материал очень мягкий, очень приятный на ощупь. Поэтому также ссылочка в описании, рекомендую. Вот такие сегодняшние были товары на распаковке. Немного, но что ж поделать, товары идут очень медленно. А с вами был Александр. До встречи на канале. Пока, увидимся.